Сяо Янь выступил среди 4 сильнейших алхимиков континента. Хунь-Ху Цзы немало удивил всех, показав пламя пожирания пустоты, и это был необычный потомок пламени. Об этом подробно говорилось в предыдущем ролике. Какое же небесное пламя будет у старейшины Яо Ваньхо и старика Шэнь Нуна? Кто внимательно смотрел тот ролик, помнит, что мы говорили о 3 новых видах небесного пламени в аниме «Расколотая битва Синева Небес». Какие же они, насколько сильны и какое место занимают в рейтинге? Если подумать, учитывая мощь алхимика 9 ранга, у него по-любому должно быть небесное пламя, а как иначе? Старейшина Яо Ваньхо махнул рукавом, из него внезапно появилось таинственное пламя. Пламя 9 безмятежных ветров. Сяо Янь немало удивился, увидев пламя, призванное старейшиной Ваньхо. Ранее он уже видел это пламя 9 безмятежных ветров. В прошлом, когда он встретил Яо Синзы, тот нес это небесное пламя, но, судя по всему, казалось, будто оно было возвращено. Главное, сам не мешайся. Пламя 9 безмятежных ветров занимает 10-е место в рейтинге, на одну позицию ниже пламени 3000 звезд. Неплохо, да. Ха-ха, старейшина Ваньхо, ты становишься все более опытным в использовании этого пламени 9 безмятежных ветров. Громко рассмеялся старик Шэнь Нун. Он, в свою очередь, ударил тростью по пустому воздуху. В таком случае мне также придется призвать свое пламя. Произнеся эти слова, трость в его руке самовоспламенилась без какого-либо огонька. Жидкое зеленое пламя медленно поднималось. В конце концов, оно распухло от ветра. Слой за слоем тумана поднимался из зеленого жидкого пламени. Бесчисленные загадочные целебные ингредиенты медленно росли, пока туман поднимался. Они испускали жизненную силу, которая заставляла человека меняться. Это же небесное пламя 5-го ранга в рейтинге небесного пламени. Пламя духа жизни? Удивление мелькнуло в глазах Сяо Яня, когда он увидел распространение непобедимой жизненной силы. Странное выражение мелькнуло в его глазах. Пламя духовной жизни занимало 5-е место в рейтинге небесного пламени. Это небесное пламя было чрезвычайно таинственным, потому что большинство видов пламени отличалось разрушительной силой, несмотря на их многочисленные формы. Однако это пламя жизни не проявляло чрезмерно сильной разрушительной силы. Вместо этого оно излучало жизненную силу. Ходили слухи, что когда применяли такое небесное пламя, семена любого медицинского ингредиента прорастали с неимоверной скоростью. Другими словами, благодаря этому небесному пламени не нужно было беспокоиться о поиске ингредиентов. При наличии семян можно было получить все эти лекарственные ингредиенты. Более того, это пламя духа жизни считалось пламенем долголетия. Овладевший этим пламенем человек получал продолжительность жизни, сравнимую со зверями, но единственный его недостаток заключался в том, что оно не особо подходило для боя. Кроме того, оно практически не увеличивало боевую силу и уровень. Как вы думаете, подошло бы это пламя духа жизни Сяо Яню? Моментально выращивать редчайшие ингредиенты кажется довольно полезным умением. Насчет продолжительности жизни, то пламя 3000 звезд уже решает этот вопрос, делая владельца практически бессмертным. Сяо Янь был наслышан об этом пламени духовной жизни, но впервые в жизни столкнулся с ним лично, увидев прямо перед собой. Эта богатая, искушающая жизненная сила заставляла ощущать расслабленность и переполняла энергией. Хунь-Ху Цзы пристально смотрел на пламя духа жизни в руках старика Шэнь Нуна. Жадность мелькнула в его глазах. Все в этом мире обладало ограниченной продолжительностью жизни. Если бы можно было получить это пламя жизни, можно было бы значительно продлить свою жизнь. Такая возможность очень сильно привлекала даже такого человека, как он. Старейшина Яо Ваньхо также с неким завистливым выражением смотрел на это пламя. Это на самом деле пламя духа жизни. Старик Шэнь Нун, тебе очень повезло. Само рождение и существование этого пламени было необычным. Когда пламя духовной жизни полностью созревало, его разум был относительно высок. Как правило, оно не появлялось в форме пламени. Вместо этого оно превращалось в различные лекарственные ингредиенты, после чего просто спокойно укоренялось в почве. В основном никто не мог опознать его, даже если проходил мимо. Только очень удачливые люди могли наткнуться на него в почве. Представьте, идет алхимик, видит перед собой растение,
растение, какой-то обычный цветок, и даже не догадывается, что это пламя номер 5 в рейтинге. Ха-ха, мне просто повезло, я неожиданно нашел его, когда искал лекарственные ингредиенты. Улыбаясь, ответил старик Шэньнун. Возможность получить такое небесное пламя была довольно радостной вещью для такого человека, как он, который не хотел конкурировать с другими. В то же время старик Шэньнун бросил взгляд на Сяо Яня. Я слышал, что младший Сяо Янь покорил очищающее пламя лотоса. Интересно, правда ли это? Сяо Янь смотрел на зеленое море огня и ответил. Ха-ха, мне просто повезло, как и старейшине. Вы только представьте реакцию этих старейшин на пламя номер 3 в рейтинге. Те люди, что выше всего ценили небесное пламя, увидят такое сокровище. Сяо Янь улыбнулся. Огненное сияние возникло на его плече. В мгновение ока на нем возникла малышка И. Ее выражение лица изменилось на презрительное, когда она взглянула на 3 других вида небесного пламени в небе. Единственной, кто смогла появиться в такой форме, была Сяо И. «Это дух небесного пламени?» Выражения всех людей изменились, когда они увидели маленькую девочку на плече Сяо Яня. Их взгляды мгновенно стали серьезными. От малышки, и они ощутили интеллект, который не уступал человеческому. Будучи существами, стоявшими на вершине мира алхимиков, они, естественно, понимали, что дух небесного пламени представляет для алхимика. Легендарная форма небесного пламени позволяла этому пламени в руках духа достичь почти совершенной степени. С этим уровнем не могли сравниться даже такие люди, как они. Несмотря на то, что небесное пламя в их руках было довольно сильным, они еще даже не достигли степени формирования духа небесного пламени. Мой клан Хунь в течение многих лет целился на очищающее пламя лотоса, но неожиданно оно оказалось в твоих руках. Неважно, эти вещи рано или поздно вернутся к нам, холодно произнес Хунь Худзи. Младший Сяо Янь действительно благословлен. В прошлом я однажды попытался подавить очищающее пламя лотоса. Тем не менее, я чуть не умер в области демонического пламени. Старик Шэньнун гладил свою бороду и рассказывал. Сяо Янь его понимал. Проведя много времени в области демонического пламени, он, естественно, знал, насколько трудно подавить очищающее пламя. Если бы он не обладал остатком души святого демонического лотоса, то, скорее всего, не смог бы убежать. Хотя старик Шэньнун был выдающимся алхимиком, никто не мог полагаться на алхимию, пытаясь подчинить очищающее пламя лотоса. Глава Яо Дань в кресле главы отвел свой завистливый взгляд от малышки и произнес: «Если вы 4 готовы, пожалуйста, подготовьте свои котлы и начинайте приготовление пилюль». Услышав его слова, Сяо Янь слегка усмехнулся. Малышка И на его плече широко раскрыла рот. Из него вылетел пламенный розовый котел размером с большой палец. Он превратился в котел из языков пламени высотой в сотни метров. Много огненных драконов плавало вокруг огненного котла, и в одно мгновение температура стадиона резко поднялась. 3 других алхимика отлетели на некоторое расстояние от Сяо Яня, как только появился огненный котел. Они разделили небо на 4 области. Тело Хунь Худзи вспыхнуло, и он появился над черным огненным котлом, после чего присел. Взмахнув рукавом, тонны лекарственных ингредиентов вылетели во все стороны. В одно мгновение богатый лечебный аромат сразу распространился по небу. Когда он начал готовить целебную пилюлю, старейшина Ваньхо создал котел из пламени 9 безмятежных ветров. На их уровне они могли обходиться без котлов, а просто использовать свое небесное пламя для их создания и приготовления целебных пилюль. Человек, который создал самый большой переполох, оказался стариком Шэньнун. Море зеленого пламени быстро распространилось. От него рассеялось много семян, испускавших странный аромат. Наконец, они упали в море огня, после чего семена начали стремительно расти внутри горящего пламени. Старик Шэньнун долго улыбался, глядя на быстро растущие лекарственные ингредиенты. Казалось, они получили катализатор, они начали расти с новой силой. За пару минут множество семян превратилось в редкие лекарственные ингредиенты, а затем полностью созрело. Это было просто чудо. Это пламя действительно достойно называться пламенем духа жизни. Сяо Янь невольно похвалил это пламя про себя, увидев эту таинственную сцену.
Кроме слабой боевой способности, это пламя духа жизни действительно было небесным пламенем, о котором мечтали все алхимики. Это пламя могло считаться божественным объектом в руках башни Пилюль или клана Яо, вот бы его Сяо Яню. А впереди само приготовление пилюль. Спасибо, ставьте лайк и всем пока.